Руслан, здравствуй, спасибо большое, Руслан, что привет. нашел время. Привет. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, вот началась эта, значит, битва за Донбасс. Давно ее все анонсировали, давно, значит, о ней говорили. Несколько дней назад Владимир Зеленский сказал, что это началось, и российские официальные лица подтвердили. Они, правда, называют это второй фазой. Да, сколько у них там этих фаз еще припрятано, непонятно, потому что, насколько мы помним, из российской пропаганды там вторая фаза была в середине дня, концерт на Крещатике в момент начала войны. Ну, явно все пошло не по плану, к счастью. Скажи, пожалуйста, вот эта битва за Донбасс, идет ли она и чего вообще происходит по вот этому направлению сейчас, что вы фиксируете как команда Conflict Intelligence Team? Ну, видим, что она точно началась. То есть уже можно говорить не о том, что они там готовятся к этому, а можно говорить о том, что битва сама началась. Но пока она только раскручивается на полный оборот, то есть пока еще не полномасштабные бои начались, просто прощупывают отдельные направления варианта наступления, прощупывают, где сильнее оборона украинских войск и где выгоднее будет наступать. Мы видим, что они наступают там на населенные пункты рубежные, и пока что рубежные все еще под контролем украинских сил, на город Попасная, там идут тяжелые бои, и значительная часть города Попасная находится уже под контролем российских сил. Они, как всегда, пытаются опередить и говорить, что якобы там уже весь населенный пункт под нашим контролем. Они так говорили и про рубежное, но в итоге уже несколько раз это опровергли. И примерно так же они говорили и про Попасную. Ну, правда, они говорили, что не полностью город, но вот они говорили, что типа администрация, видите, она уже теперь под Россией. Хотя это была не администрация в фотографиях, а горсовет. Мы видим, что постепенно начинают сниматься войска с Мариуполя и некоторые силы, и они едут на Донбасс, и, видимо, будут тоже готовиться к наступлению. Видимо, периодически, как летает авиация, то есть это и штурмовики Су-25, и различные вертолеты летают, и мы получаем много видеозаписей от очевидцев, которые снимают, как над домами пролетают вертолеты. И продолжает сейчас российская сторона активно бомбить различную инфраструктуру, которая может быть использована украинской стороной для снабжения своих войск. Это железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, мосты, автомобильные дороги. По ним наносят удары, чтобы подрывать, собственно, само снабжение. И периодически также наносятся удары по тем объектам, про которые российская сторона думает, что, видимо, там находится склад боеприпасов и оружия, поставленного Западом для Украины. Пока что те попадания, которые мы видели по таким складам, по заявлению украинской стороны, склады оказывались пустыми, то есть там ничего особо разрушено не было. Вот, но в целом пока что битвы только разгораются. А изменилась ли как-то тактика ведения войны со стороны России? И вообще, как долго мы можем ждать это самое наступление? В смысле, как долго оно может продлиться, это наступление? Пока что сложно судить, изменилась тактика или нет, потому что очень рано об этом судить, только главная сложность этой битвы – это координация между большим количеством войск и видов войск. Очень много разных соединений, и есть разные соединения, которые должны наступать как-то одновременно. Поскольку сам оборот этого наступления еще пока не раскрутился, то и пока пока что мы еще не видим, там, сделали они уже ошибки, там, учли свой опыт или нет, или они будут снова идти по тем же граблям. Пока об этом судить рано. Но понятное дело, что у них капает некий дедлайн 9 мая, то есть они хотят чего-то достигнуть к 9 мая. Мы полагаем, что именно поэтому там, Владимир Путин дал приказ не штурмовать Азовсталь, тем самым фактически он дал возможность Минобороны освободить сейчас войск с этого направления, с направления на Мариуполь, и перебросить для наступления на Донбасс, чтобы, скажем так, начать наступление в том числе из Южной Клешни, как мы ее называем, то есть со стороны города Гуляй-Поле, и там в сторону Запорожья, в сторону я хотела, Донбасса. извини, что я перебиваю, я хотела уточнить. То есть ты считаешь, что к 9 мая у них есть вероятность того, что они захватят Донбасс по-настоящему? Нет, шанса захватить Донбасс нету ни одного шанса. И даже окружить украинские войска 9 мая шансы очень мизерные. Как я сказал, учитывая всю сложность самой битвы и то, что сама российская армия никогда не готовилась к такой войне,
Они, ни одни учения такого не отрабатывали. Ни у одного генерала нет соответствующего опыта ведения такой войны. Да, тут многие могут вспомнить войну 2008 года против Грузии, начало этой войны 2014 года, сирийскую войну. Но все эти войны это были такие локальные ограниченные военные конфликты, где одновременно работала, может быть, одна армия, например, как в войне с Грузией, это была 58-я общевойсковая армия. А здесь мы имеем дело два военных округа одновременно, как минимум мы сейчас уже видим, западные и южные военные округа. И в каждом по 2-4 армии, плюс к этому добавьте еще 2 сепаратистских корпуса, первый, второй армейские корпуса, ДНР, ЛНР, плюс к этому добавьте еще ВДВ, добавьте еще морпехов, и, в общем, получается, еще плюс Росгвардия, возможно, опять будет задействована. Получается очень сложная, многогранная схема, для которой ни у вас, ни у ваших подчиненных, ни у самих солдат, которые будут воевать на земле, нету никакого опыта. Поэтому это крайне сложно, а дедлайн при этом продолжает капать. 9 мая все ближе и ближе. И начальство, понятное дело, требует результатов к 9 мая уже. Поэтому мы оцениваем шансы даже на окружение украинских войск как очень маленькие. И если им удастся внезапно окружить украинские войска на Донбассе, то вот мы в команде CIT будем довольно-таки сильно удивлены этому. А уж про то, чтобы полностью захватить Донбасс, это шансы совершенно точно нулевые. К 9 мая, я имею в виду. Руслан, скажи, пожалуйста, ты упомянул про Мариуполь и Азовсталь. А у меня был некий фрустрирующий момент на днях, потому что Рамзан Кадыров с его, значит, потешными войсками, они вначале сказали, что мы Азовсталь захватим к обеду, ну или чуть после. Потом Путин сказал, что Азовсталь мы больше не штурмуем. А потом Рамзан Кадыров сказал, что полностью захвачен и оккупирован Мариуполь, хотя я не понимаю, чем этот день отличался от 10 предыдущих дней, когда также оставалась группировка в Азовстале, также ее пытались обстреливать и штурмовать, и я не понимаю, чего изменилось и почему, и можем ли мы говорить про захват Мариуполя и полностью, значит, под контроль его российским войскам. Рамзан Кадыров и его подчиненные, они же готовились к тому, чтобы тоже провести условно свой парад в Мариуполе, показать, что это они захватили и всего добились. Именно их Россия должна благодарить за мифическое освобождение от нацистов Мариуполя. Но раз готовились, то будет несколько обидно отменять и говорить, что, знаете, как-то не до конца не доработали. Поэтому решили, что давайте просто закроем глаза, что Азовсталь ее штурмовать не будем, что там еще, по их же мнению, 2000 бойцов. Поэтому объявим, что как будто бы уже цель достигнута. Как говорится в знаменитой фразе, достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнуть. Именно это мы сейчас и видим. И просто пытаются пожинать лавры Рамзана Кадыров и кадыровцев. Еще одна тема, связанная с оккупацией, это, конечно, Херсон. И, насколько я понимаю, планируется провозглашение, уж извините меня, зрители или слушатели, которым это порежет слух, ХРНР, то есть Херсонской Народной Республики, то есть самопровозглашенной такой области. Там ХНР не получается, да, потому что есть Харьковская область, приходится как-то изворачиваться, и, наверное, такая аббревиатура максимально близка. Есть ли понимание, информация, что там планируется, потому что говорят о каком-то референдуме и подготовке к нему, и я знаю, что ваша команда тоже за этим следила по косвенным признакам. Расскажи, пожалуйста, что вам известно об этом. Мы видим поступающие сообщения, которые и нам присылают тоже и в личку, и в наш бот обратной связи, там и в чате нашем пишут, у нас есть чат, где наша аудитория друг с другом переписывается. Они рассказывают, что да, действительно, 1 мая готовят некий референдум. Правда, пока непонятно, в какой форме это будет референдум, о чем. О Херсонской Народной Республике или каком-нибудь там другой Народной Республике или о чем-то еще. Но очевидно о том, что будут пытаться условно легитимизировать вот эти новые оккупационные власти на этой территории. Потому что, как мы услышали сегодня от заместителя командующего Центральным военным округом, что Россия планирует взять под контроль юг Украины, и, судя по всему, надолго, и поэтому собирается проводить для легитимизации себя на этой территории вот такой некий референдум. И нам говорят, что собирают в том числе и паспортные данные местных жителей, чтобы, видимо, потом их вписать как проголосовавших. То есть уже видна подготовка к тому, что явно явки никакой нормальной не будет. Будут только какие-нибудь насильные притащенные статисты, а остальных просто самостоятельно впишут в протоколы.
Вот. И вот говорят также, что вот там со 2 по 10 мая будет проводить некую перепись местного населения, об этом всех предупреждают. Правда, непонятно, опять же, непонятно, кто будет проводить перепись и зачем. Тоже в это все пока окутано тайной. Руслан, скажи, пожалуйста, они вот так вот планируют, как будто они надежно уверены в том, что Херсон останется под их контролем, что область тоже всячески удастся зачистить. Насколько их уверенность, на твой взгляд, оправдана? Действительно ли, значит, они там абсолютно безоблачно стоят и смогут, не знаю, там, оставаться сколько угодно долго и делать очередную марионеточную псевдореспублику? Ну, рассчитывать на то, что они могут оставаться там сколько угодно долго, я бы так не рассчитывал на их месте, потому что мы прекрасно видим по ситуации, что чем дальше, тем хуже как бы соотношение сил между Россией и Украиной, потому что Россия теряет технику, Россия самое боеспособное подразделение, боевой дух солдат падает, многие отказываются повторно заходить на территорию Украины, приходится распаковывать мобилизационные склады и вести очень старую технику и бросать ее в бой. И одновременно в то же самое время для Украины поставляются новое вооружение, обещают новые сотни миллионов долларов в поставку вооружений, новые какие-то технологии. Уже говорят о ударных беспилотниках не просто Байрактар, но и Predator, американский беспилотник. Уже поставили дроны Камикадзе Switchblade, сказали о специально разработанном для Украины дроне Phoenix Ghost. То есть тем самым армия Украины она становится все более боеспособной, все более мотивированной, и, собственно, и мотивация у украинцев, она и так была большая, а теперь, когда они видят, что постепенно российская армия все больше и больше теряет свои позиции, то, естественно, и рост боевого духа будет заметным, значительным, и все больше будет людей пытаться записаться в армию, либо в территориальную оборону, либо поступить на контракт вооруженных сил Украины. И поэтому, да, сейчас, в данный момент, нельзя говорить о том, что есть возможность освобождения Херсонской области, потому что сейчас украинская страна полностью занята Донбассом, но это и понятно, сил на Херсонскую область или там Мариуполь сейчас просто их нету. Вот, но потом, в зависимости от того, как будут развиваться бои на Донбассе, постепенно такие новые силы будут образовываться. И вполне можно ожидать, что на тот же Херсон пойдут в контратаку украинские силы и будут пытаться его освобождать в обозримом будущем. То есть я бы посмотрел на ситуацию, например, там, через месяц-полтора, вполне мог бы такого ожидать. Руслан, скажи, пожалуйста, сегодня было объявлено, что, уже официально, да, что Российская Федерация планирует оккупировать юг Украины. Там не было слова оккупировать, да, но они пишут там, захватить и контролировать. Да. То есть, это очевидно, что это похоже на оккупацию. А что под этим подразумевается? То есть, какие города, как тебе кажется, планируют захватывать? Да? То есть, мы понимаем, что планировать они могут что угодно, это не значит, что они захватят. Но вот что планируется, что это за такой выход к Приднестровью, и насколько это осуществимо той боевой группировкой, которая сейчас есть на этой территории у Российской Федерации? Ну, если так судить по заявлению, то выглядит так, что это как будто бы речь идет не только об уже оккупированных территориях, но и захвате и Николаева, и Одессы, и далее вплоть до самой границы. Но тут я скорее соглашусь с предыдущим спикером, что хуем, а не Одесса, потому что сил сейчас банально уже ни на что не останется. Независимо от того, как пройдет битва за Донбасс, там, в чью пользу, вот и насколько она растянется. Сил на какие-либо новые наступления их банально нет. Даже на Харьков. Я уж там молчу про какой-нибудь Николаев и Одессу. Вот. И плюс, что еще более важно, заявление ведь сделал не тот генерал, который отвечает, не знаю, за построение стратегии какое-то, командование. Он, по сути, замполит. Он ведет агитационную работу. И такие люди вообще изначально, они как-то менее подготовлены к качественным ответам. И когда вас спрашивают про планы, они менее к этому подготовлены. Они более подготовлены к ответам вроде того, что действительно ли есть там националисты, действительно ли там стреляют по городам, убивают мирных жителей. Вот к этому они готовы. А когда у них спрашивают про планы, то они могут там нести полное количество, поэтому особо на это обращать внимание не стоит. А вот такой вопрос. Мы сегодня видим много новостей о том, что российские военные отказываются участвовать в боевых действиях в Украине. Медиазон написал об этом большой материал. Правда ли это? Видите ли вы какие-то доказательства этого? Действительно ли есть российские военные, которые не хотят выполнять приказы, не хотят вести войну в Украине?
Да, мы таких видим, и мы их видим уже довольно-таки давно, потому что с многими солдатами мы общаемся, либо с ними самими, либо с их родственниками. И по нашим оценкам, исходя из тех цифр, которые мы видели конкретные прям списки людей, которые а, сбежали из временного расположения бригады, ну или что-то в этом роде, вот, которых объявляли в розыск. Вот получалось, по нашим оценкам, получалось, что примерно от 20 до 40% тех батальонов тактических групп, которые уже побывали в боях и их вывели на территорию России, вот такая часть отказывалась повторно заходить на территорию Украины. Они писали рапорта там либо на увольнение, Слушай, либо это же просто на довольно отказ. много. Ну, то От есть, 20 до 40 это прям, ну, гигантские значения, не? ну, я бы не сказал, что прям совсем гигантские, но как бы заметно. Да, это правда. Тем более, что она еще и дополнительно влияет на тех, кто все равно идет на территорию Украины и идет воевать. И, наверное, с этим связан и тот факт, который мы заметили сегодня впервые. Это один из таких солдат, с которым мы общались. Он тоже отказался повторно заходить на территорию Украины, ну, там написал рапорт. Его тоже, как и всех остальных, пугали военной прокуратурой, таскали на допросы. А в итоге и вчера его все-таки забросили на территорию Украины. Мы не знаем, как это произошло, то есть как его просто взяли под ручки, бросили в БТ, везли, или как-то это непонятно. Вот просто сейчас с ним связи по понятным причинам нету. Вот, но факт есть факт, что из-за вот такого более возрастающего некомплекта батальонных тактических групп, видимо, начинают некоторых отказников их не просто прям угрожать, а как-то, видимо, может насильно, что ли, вести на То территорию есть это Украины. прям То есть такая похищение. проблема, она... Ну, конечно, такое, наверное, похищение не докажешь потом, потому что все-таки он на военной службе, и поступил приказ, он там должен исполнять и так далее, и так далее. Вот, ну, в каком-то смысле, да. Но, как мы видим, проблема с комплектом, она становится все острее и острее. Мало того, что и так изначально у группировки российских войск на 24 февраля был страшный некомплект в этих батальонно-тактических группах. И многие некомплекты закрывали вот эти полуконтрактники, которые на самом деле оказывались срочниками. Так и теперь еще и те, кто были изначально контрактники, изначально нормально там заходили на территорию и воевали, то теперь они еще и отказываются. И плюс та компания, когда они военкоматы обзванивали людей, кто уже там непризывного возраста, но еще как бы там здоровый взрослый мужчина, и пытались заманить на временную, там, короткую военную службу, обещая там высокие зарплаты. Мы видим, что даже и это не сработало. Видимо, исходя из этой ситуации, приходится вот так вот насильно бросать отказавшихся контрактников снова в бой. Хотя, конечно, идея довольно-таки странная, потому что человек, который против военной операции, он не поддается вот таким запугиваниям военной прокуратуры, давать ему оружие и бросать туда, это, я бы сказал, так не очень продуктивно и довольно-таки опасно. Он легко может перебежать на другую сторону и там будет все позиции, например, российских сил. Поэтому это был очень странный шаг со стороны российской армии. Недальновидно, да. Но мы, собственно, с Да. самого начала войны фиксируем, да, ведь там действительно была история в первой неделе войны, когда вот этих полусрочников, да, которых на 3 месяца срочно переводили в контрактники, чтобы дозаполнить группы, да, что им говорили, что если вы, значит, в бой не пойдете, мы вас расстреляем. Ну, то есть это они вряд ли могли это сделать, да, там расстрелять, но мы с тобой, собственно, знаем факты, когда такая риторика применялась. Но скажи здесь, пожалуйста, тебя часто спрашивают, и ты, конечно, не юрист, но вдруг ты знаешь, потому что вы очень активно за этим следите, вообще у контрактника сейчас, у него есть возможность легальная, юридическая, отказаться от того, чтобы участвовать в этой войне, и, соответственно, есть ли у него такая возможность, и что ему за это будет, если мы не берем в расчет какие-то случаи похищения, да, фактически, которые ты сейчас описал. Ну, тут немного контрактников защищает как раз тот факт, что с точки зрения России это не война, это специальная военная операция. Поэтому тут немного все легче в плане отказов. Да, он может отказаться выполнять приказ, он может отказаться заходить на территорию Украины, написать об этом рапорт. Главное, чтобы он при этом не дезертировал, то есть не сбегал совсем с расположения части, с временного расположения на границе, куда-нибудь там домой или в леса. Если он дезертирует, то тогда это уже точно уголовное дело. А если он просто отказывается выполнять приказ, то да, они угрожают уголовкой, запугивают этим и реально таскают на допросы военную прокуратуру, и военный прокурор начинает морально давить на солдата и говорить, что все, впереди тебя тюрьма ждет. Вот. Но, как мы видим, вот прошло уже много времени с тех пор, как начали появляться такие первые инциденты. В итоге никого не арестовали, мы не слышали ни про каких инцидентов уголовок,
никого не задерживали, потому что видно, что даже военная прокуратура признает, что винить-то особо и нечего. Да, есть уголовная статья за отказ исполнять приказ, но ее можно винить только в том случае, если доказано, что вот твой отказ исполнять приказ, он привел к существенному вреду военной службе. А это доказать очень сложно, тем более, что само понятие оно такое довольно-таки абстрактное, и тем более, что войны-то у нас нету, сложно доказать. Вот, ну, поэтому мы пока видим, что контрактники, те, которые отказываются исполнять такие приказы, они более-менее юридически в безопасности, как нам кажется. Спасибо Спасибо большое, Руслан. Да, Руслан Левиев, исследователь Conflict Intelligence Team, был с нами на связи.